Собираю свой станок. Станок полностью переведен на рельсы, что по осям Y, по X, здесь рельсы, снизу рельсы, и по Z. И уже собираю, уже портал поставил, и стала задача выровнять шпиндель перпендикулярно рабочей поверхности, то есть жертвенному столу. Вот. Перед сборкой, когда я собирал, устанавливал шпиндель, портал, я использовал вот такие угольники Свенсона, вот этот угольник Свенсона, ну, все они правильные. Такой использовал, потом также использовал такой, поверочные тоже угольники. Ну, все вот максимально выровнял, то есть выровнял по Y. Вот. В чате, в группе часто писали, и Джей писал, и я тоже писал, нужно использовать вот такой кусок проволоки. В данном случае это советская спица на 3 мм. Ее загоняем в штангу, вот, поджимаем, не обязательно сильно поджимать. Вот. И метод заключается в том, чтобы сейчас я опущу, вот, допустим, начну отсюда, здесь у меня просто стол, вот я сейчас опущу шпиндель до прикосновения с рабочим полем, и когда она здесь прикоснется, я проведу его сюда и посмотрю, она здесь должна тоже соприкоснуться, ну, соприкасание быть. Потом также проведу в эту сторону, здесь должно быть соприкасание, и проведу в эту сторону. И везде она должна у меня соприкасаться. Если, допустим, она в этой стороне чуть-чуть выше, значит, мне нужно шпиндель чуть-чуть опустить. Если она в этой стороне, допустим, здесь соприкоснулась, здесь не соприкоснулась, то значит, нужно шпиндель, и нужно вот это поймать в середину. Это очень важно. Многие пренебрегают этим методом и потом спрашивают, почему, когда фреза делает обработку, остаются такие борозды. Потому что у вас шпиндель или так вот неровно расположен. Сейчас я просто продемонстрирую, как я это делаю. Также про это много писали, и сам Джей тоже писал. Спасибо большое ему за подсказки. Я всем вам рекомендую прислушиваться к его советам. Сам я прислушиваюсь. Я буду использовать чек, ну, потому что тоненькая бумажка. Потому что бумага А4, она потолще. И я сейчас поставлю шаг 0,1. Еще желательно включить какое-нибудь освещение, чтобы видеть. Сейчас я как-нибудь это, чтобы видеть тень. К сожалению, с фонариком будет плохо видно. Ну, давайте я сейчас приблизю. То есть с фонариком и по бумажке не видно, да? Ну, давайте я тогда буду без фонарика. Извиняюсь, да, я стараюсь. Суть заключается в следующем. Если я поставлю шаг 0,1 мм и буду опускать шпиндель. Так, сначала 1 поставлю. Надо опустить до того, чтобы бумажка, ну как многие пользуются, обнуляют ось. Так, вот уже все задевает. И теперь нужно вот так перевести сюда, в противоположную сторону. И также проверить. Но это делать лучше на просвет, когда вы делаете фонариком. Тут просто способ на камеру не показать. Надеюсь, все поняли смысл. Сейчас просто не видно, да, здесь тень. Вот если вот так подобрать угол, видно тень. Вот видно тень. И здесь проверили, посмотрели. Я уже просто настроил, да, я не буду на камеру не стал это делать, но я уже настроил, то есть ослабляется портал. Вот, если, допустим, если у вас в этой плоскости, допустим, здесь она прижалась, а туда вы увидите, она у меня везде попадает. Вот в этой плоскости. Потому что бумажка сколько там? 100-я, да? В этой плоскости, если она, допустим, у вас в этой плоскости попадает, а в этой плоскости у вас есть просвет, значит, у вас шпиндель наклонен сюда. Вам нужно портал ослабить и шпиндель, портал вот так и поиграться. Ну, то есть суть заключается в том, чтобы у вас во всех 4 положениях, там 5 положениях, вот эта проволока соприкасалась с вашим рабочим полем. То есть предварительно рабочее поле тоже должно быть ровное. Эту процедуру производить нужно будет 2 раза. Я вот сейчас выставил. Все закреплю, затяну, потом я поставлю сюда фрезу и сделаю торцевание поверхности. И потом уже по этой ровной поверхности я тоже сделаю еще раз. Ну, надеюсь,
сумбурно объяснил, надеюсь, понятно. То есть вот я выставлю 0 сейчас здесь. И потом я его прикреплю вот сюда на шпиндель, да, ну где не алюминий, на алюминий не примагнитится. Вот если вот так поставить, вот, давайте я хорошо обнулюсь. Доверия тоже нету к этому электронному, он все равно. Вот. Он успокоился. 4 сотки показывает. 89 и 85 соток. То есть 15 соток плюс-минус. Ну, здесь тоже неровность этого, плюс неполное прилегание. Еще раз. 0. Вот. 89, 90, 90, да, видно, да, вам? Вот. То есть шпиндель в этой плоскости в этой установлен перпендикулярно относительно стола. И также производится в этой. Ну, самое правильное это вот использовать такую проволоку, и чтобы она у вас везде соприкасалась со столом. Отпускаете с помощью бумажки. Вот. Все, она соприкоснулась, это ваш 0. И вы везде проверяете. Если где-то бумажка туго залазит. Также это, повторюсь, это очень удобно делать на просвет. На камеру это трудно передать, но на просвет. И таким способом выравнивается шпиндель относительно рабочей поверхности. То есть он и в этой плоскости стоит 90 градусов, и в этой плоскости. И уже при торцевании или обработке поверхности уже не будет вот таких рисков. Это очень важно. И многие, 90% пользователей ЧПУ пренебрегают этим. Мне этот метод посоветовал Jade, за что я ему очень благодарен. Я вскользь слышал тоже про такие методы, но не придавал значения. А для точной детализации работы станка, ну вообще, это же ЧПУ, это же у вас не ручной какой-то инструмент, где припуски, допуски. Один раз потратив время, выровнять перпендикулярность, в будущем в долгую у вас будут красивые, качественные работы. Все. Ребята, всем как смог я рассказал. Я показал, как я делаю метод. Кому интересно, повторите. Кому не интересно, значит не интересно. Всем пока. Спасибо.